Всем привет! Сегодня приготовим 5 вариантов бутербродов, которые отлично подойдут для праздничного стола. Первыми приготовим бутерброды-грибочки. Они красивые, яркие и необычные. Приготовление максимально простое и быстрое. На противень выкладываем ломтики нарезанного багета. Ставим их в духовку, разогретую до 180 градусов. Сушим примерно 8-10 минут. Готовые гренки вынимаем из духовки и даем им остыть. Каждый кусочек хлеба смазываем сливочным сыром. Также можно использовать творожный или плавленый сыр. Посередине каждого бутерброда выкладываем по одной шпроте. Для одного багета мне понадобилась одна банка шпрот весом 190 грамм. Помидор среднего размера разрезаем пополам. Половинки помидора нарезаем пластинками. Пластинки помидора выкладываем на подготовленные ломтики батона. Кладем их со стороны хвоста рыбки. Так помидоры выкладываем на все бутерброды. Перья зеленого лука разрезаем на небольшие кусочки. Каждый бутерброд украшаем перышками зеленого лука, имитируя траву возле гриба. Вместо зеленого лука можно использовать укроп. Для полной имитации мухомора на шляпке из помидора делаем точки из майонеза. Бутерброды готовы, можно подавать на стол. Бутерброды-грибочки получились красивыми, яркими и очень вкусными. Они прекрасно подходят для любого праздничного стола. Вторыми приготовим бутерброды с селедкой. Вкусные, красивые и со знакомым вкусом из детства. Вареные яйца трем на крупной терке. Всего понадобится 4 яйца. Пучок укропа и зеленого лука нарезаем небольшими кусочками. Зелень добавляем к яйцам. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Заправляем майонезом и перемешиваем. Начинка готова. Ржаной хлеб нарезаем ломтиками. Каждый ломтик разрезаем пополам. Хлеб выкладываем на сухую разогретую сковороду. По желанию можно добавить немного растительного масла в сковороду. Жарим с одной стороны на небольшом огне до хрустящей корочки. Готовый хлеб выкладываем на тарелку поджаренной стороной вверх и даем ему остыть. На каждый ломтик уже остывшего хлеба выкладываем подготовленную начинку. Сверху на начинку кладем примерно по пол чайной ложки зернистой горчицы. Немного ее размазываем сверху по начинке. Филе селедки нарезаем порционными кусочками. Я предварительно сельдь очистила от внутренностей и костей. Подготовленные кусочки сельди выкладываем на бутерброды. Сверху бутерброды украшаем небольшой веточкой укропа. Все красиво выставляем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с селедкой получились красивыми и очень вкусными. Необычная подача сразу притягивает взгляд к этому блюду. Такие бутерброды прекрасно подходят на праздничный стол.
Третьими приготовим бутерброды мимоза. Приготовление максимально простое. На столе они выглядят очень красиво и необычно. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. Чтобы было быстрее, возьмите сразу 2 сковороды. Таким методом подготавливаем все ломтики батона. 2 вареных яйца разделяем на желток и белок. Белки трем на мелкой терке. Отдельно трем желтки тоже на мелкой терке. 1 вареную морковь трем на мелкой терке. В миску кладем 1 банку сардины без жидкости. Разминаем ее вилкой. У меня банка сардины весом 240 грамм. К рыбе добавляем тертую морковь и яичный белок. Заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Начинка на бутерброды готова. Приготовленную начинку выкладываю на подсушенный батон. Бутерброды с начинкой кладем на блюдо. Этого количества начинки мне хватило на 16 ломтиков батона. Сверху на каждый бутерброд насыпаем немного тертого желтка. Этим мы имитируем цветы мимозы. Украшаем небольшой веточкой укропа. Бутерброды готовы. Бутерброды мимоза получились красивыми, оригинальными и очень вкусными. Готовится просто и быстро. С их приготовлением справится каждый. Четвертыми приготовим бутерброды со шпротами и огурцами. Они отлично подходят для перекуса, а также выручат, когда гости на пороге. Готовим начинку. 50 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску кладем 1 банку шпротов, предварительно слив с них масло. Разминаем их вилкой. У меня банка шпротов весом 190 грамм. К уже подготовленной рыбе добавляем тертый сыр. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс. Заправляем 1-2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. На готовые гренки намазываем приготовленную начинку. Также гренки можно приготовить самому, нарезав багет и поджарив его в тостере или в духовке. Этого количества начинки мне хватило на 15 гренок. 2-3 небольших соленых огурца нарезаем кружочками. Огурцы выкладываем сверху на каждый бутерброд. По желанию соленые огурцы можно заменить свежими. Сверху каждый бутерброд украшаем веточкой укропа. Закуска готова, можно подавать на стол. Бутерброды со шпротами и огурцами получились очень вкусными и сытными, готовятся быстро и просто. Они отлично подходят как для перекуса на каждый день, так и на праздничный стол. С приготовлением этих бутербродов справится каждый. Пятыми приготовим бутерброды не совсем обычные и очень вкусные. Тем, кто любит сладко-соленые сочетания в еде, они точно понравятся. Сначала подготовим ингредиенты. Берем кусочек буженины весом около 200 грамм и разрезаем его пополам. Каждую половинку нарезаем тонкими пластинками. Вместо буженины можно использовать ветчину или колбасу. Консервированные ананасы нарезаем небольшими кусочками. Я взяла уже нарезанные ананасы, но кусочки слишком большие, поэтому я их режу на более мелкие кубики. 120 грамм сыра трем на мелкой терке. Майонез для удобства перекладываем в кулинарный мешок. Складываем бутерброды. Ломтики батона выкладываем на противень от духовки. На каждый кусочек батона кладем нарезанную буженину. Сверху выкладываем кусочки ананаса.
Наносим небольшое количество майонеза. Сверху все посыпаем тертым сыром. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 18 бутербродов. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 5-8 минут, пока не расплавится сыр. Бутерброды готовы. Их лучше подавать в теплом виде, хотя и в холодном они тоже очень вкусные. Бутерброды с ветчиной и ананасами получились необычными и вкусными. Готовятся несложно и достаточно быстро. Такие бутерброды точно захочет попробовать каждый. Если вам понравились такие рецепты бутербродов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.